Привет, дорогие друзья! Пошли слухи, что после долгого отсутствия грибов они начали расти. И вчера один мой друг поделился секретом. Он мне рассказал о месте, где он в прошлом году собирал очень много маслят. Сегодня я собрался проверить это место, и вместе с вами мы узнаем, действительно ли грибы начали расти после долгого затишья. Я буду идти через лес, вот по этой дороге, и выйду на большую вырубку. На этой вырубке растет молодняк сосны, где и буду искать маслята. Только я зашел в лес, сразу встретился мухомор. Это очень хороший признак. А вон еще какие два симпатичных. Да, это хороший признак. Значит, грибы есть 100%. Вот такой красивый молодняк. Здесь надо искать маслюки. Вот молодая сосна. Залазим под нее. Внимательно смотрим. Ничего не видим. А здесь вот он. Вот он маленький. Первый за сегодня маслючок. Смотрим. Оп. Да, чистенький. А вот как интересно. Поднимаем ветку. Даже можно не поднимать. И видим, сидит красопета. Красопета. Вот такой маслючок. Слушайте, вот это чудо. Смотрите, какая прелесть, смотрите. Вот один. Вот еще. Сидят два красавца. Один. Второй. А вот какие красивые два молодых. Парочка симпатичная. Сейчас посмотрим, что за парочка. О, шикарная парочка маслят. Сейчас посмотрю, насколько они чистые. Оп, оп, оп. Да, абсолютно чистые. Червяков здесь нету. Так, а вот еще довольно приличный грибок, я так понимаю. Да. О, вот это маслючище. Маслючище. Оп. Вот он. Красавелло. И вот грибочки. Интересные. Ух ты. Ух, какой плотный. Ничего себе. Боже. Посмотрите, какое чудо. А это маслюк хоть? Да? Да, друзья мои, это маслюк с такой огромной, просто огроменной ногой. Плотно, глубоко сидел в земле. Вот у меня сегодня маслюковый везучий день. Вот такой вот горбик. Снимаем верхний слой почвы с иголками и достаем вот такое чудо. О! Какой красивый молодняк. И со всех сторон, со всех точек уже стоят какие-то машины. Люди лазят, грибники рыскают. Очень много срезанного гриба. Но территория молодняка довольно большая, так что найти гриб можно. Вот еще семейка. Смотрите, как они прячутся. Ой, какие красивые. И много здесь их. Есть, конечно, совсем маленькие. Но, опять же, повторюсь, что оставлять их
бессмысленно, потому что людей ходит много. Не сегодня, завтра все равно их уже здесь не будет. Грибники знают свое дело. Прячутся грибы. Вот так вот маскируются в елках, в иголках. О! Вот у нас один. Есть. Так, где-то я видел еще. О, какая семейка красивая. 3 штуки сразу. Очень красивые, молодые. Хорошо в краю родном. Пахнет лесом и грибами. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот какие притаились. А вот какое чудо, друзья мои. Стоит невзрачная сосна. Обычная сосенка, не привлекающая к себе никакого внимания. Но становимся на коленки и заходим вниз, залазим под сосну. Что мы видим? 2 красавца. Есть. Чуть дальше смотрим. Есть. Есть. Дальше. Вот что делается. Что делается здесь? Еще. Дальше. Дальше. Посмотрите. Посмотрите. Смотрите, друзья мои. Вот это находка. Вот это находочка. Красивые, молодые и не совсем уж маленькие. Вот такая красота, друзья мои, под одной маленькой сосеночкой. Гриб-масленок – прекрасный съедобный гриб. Он относится ко второй категории, исходя из питательных и вкусовых качеств. Многие приравнивают его даже к белому грибу. Пищевая ценность маслят по набору аминокислот не уступает мясу. Протеин в составе маслят очень хорошо усваивается, в пределах 80%. Это высокий показатель. Масленок богат различными витаминами и минералами, а также в своем составе имеет природные иммуностимуляторы, которые помогают организму человека бороться с инфекциями. Маслята богаты железом, которое повышает уровень гемоглобина в крови и участвует в кроветворении, а благодаря присутствию йода гриб обладает антисептическим действием и способствует быстрой регенерации тканей. Так что маслята однозначно ценный, полезный, ну и, конечно, вкусный продукт. Одним из общеизвестных характерных особенностей этого гриба это наличие маслянистой пленочки на шляпке. Поэтому он, собственно говоря, и называется масленок, от слова масло или маслянистый. Так вот, знаете ли вы, что пленка маслят имеет особую пользу для человека? Пленка не содержит воды, как плодовое тело гриба, поэтому концентрация полезных веществ в ней очень высока. Можно даже и не снимать пленку перед приготовлением. Единственный минус тот, что если вы собрали маслята в экологически загрязненной местности, то в пленке взрослого гриба будет сконцентрировано больше вредных веществ, чем в плодовом теле. А вот к молоденьким грибочкам это никак не относится. Так что собирайте маслючки вдали от загрязненных регионов и можете, не снимая пленки, спокойно готовить из них свои любимые блюда. Так что, много собрали, да?
Ух ты, молодцы. Нічого немає. Смотрите, грибники проходят и прошли мимо. А ну, Анеля, покажи где. А ну, покажи. Где? О, яка кучка, семейка. Красота. Режем. Вот действительно интересно растут эти грибы. Да. Вот под такими соснами. Иногда бывает, берешь какую-то веточку, приподнимаешь ее. Опа! А здесь шикарнючие грибы. О, какие красивые. Переливаются на солнышке. Сегодняшняя грибалка доставляет мне невероятное удовольствие. Ну скажите, разве это не красота? Спускаешься, становишься на коленки и видишь вот такие замечательные персонажи. Ну вот, корзинка пополняется. Нормально я уже насобирал сегодня. Пол корзинки есть. Будем двигать дальше. А вот какой огроменный маслюк. Вот он. Ну, скорее всего, он, наверное, червивый. Но я проверю. Здесь два. Так. Оп. Чистый. Два вот таких красавца. И большие, и чистые. Грибников тут, конечно, больше, чем грибов. Это точно. На каждого грибника свой гриб найдется. И вот как раз он, мой гриб. Вот он. Один, второй. Боже, третий. Смотрите. Смотрите, какая прелесть. Вот действительно надо поднимать ветки и очень внимательно прощупывать прямо. Как профессиональный массажист. Прощупывать почву. Потому что где хоть малейший бугорок, там может расти масленок. Ну что, дорогие друзья, сегодня удачная у меня прогулка получилась. Посмотрите, полная корзина маслят. И это в то время, когда других грибов нет практически нигде в лесах. И это означает, что грибы пошли. Сегодня конец октября. Маслята мы уже собрали. И начинаются другие грибы. И очень надеемся, что в этом году все-таки я еще смогу походить в лес и тихо поохотиться. А теперь всем пока. Я поехал домой. И до встречи на канале Грибоед. До следующих грибных походов.